Привет, друзья! Я Макс, ваш учитель русского языка. И сегодня я приглашаю вас в гости. Да, приглашаю вас в гости ко мне в новую квартиру в городе Неукен, провинция Неукен, Патагония, Аргентина. Давайте посмотрим, что есть в этой квартире, как мы здесь живем, с какими проблемами мы столкнулись. И, конечно, я расскажу, сколько эта квартира стоит. Начинаем. Вот, мы входим в квартиру. Это квартира однокомнатная. Ну, в России мы назвали бы эту квартиру, наверное, двухкомнатной. Может быть, евро-двушкой. Нет, наверное, евро-двушка это другое. Короче, я запутался, как точно называются квартиры, но это квартира с одной спальней. Там спальня, там ванная, и здесь одна большая, достаточно большая комната. Давайте я покажу, что здесь есть, и расскажу, что здесь было, что мы исправили, что мы модернизировали, что мы улучшили. Ну, во-первых, здесь у нас какой-то стул, который я планирую убрать, хотя на нем удобно обуваться. Ты садишься на стул и обуваешься. Интересно, что очень часто в Аргентине нет никакой прихожей. Прихожая – это та часть, где у тебя располагается шкаф для верхней одежды. Ну или хотя бы вешалки. Не всегда есть вешалки. Я не очень понимаю. И поэтому приходится хранить одежду и обувь в спальне, в шкафу в спальне. Это очень неудобно. Видите, я всегда хожу босиком дома. Сейчас зима, но квартира теплая, поэтому я хожу дома вот так. Но это интересно. Возможно, большинство аргентинцев ходит в обуви дома, и, может быть, поэтому нету никакой мебели, вообще ничего, чтобы вот можно было повесить куртку. Короче, это очень странно, но это так. Давайте начнем с кухни. Вот такая вот кухня. Не очень большая, не очень маленькая, но здесь есть стиральная машина. И для Аргентины это тоже огромный плюс. Очень мало квартир, где есть стиральная машина. Я не знаю почему. О, кстати, стиральная машина закончила стирку. Надо выключить. Не знаю почему, но вот стиральная машина – это редкость. Очень мало квартир со стиральной машиной. Вот. Сюда мы поставили большое мусорное ведро. Здесь было маленькое ведро, но оно очень неудобное, поэтому мы поставили вот такое большое ведро, потому что, это удобнее. Мы купили разную технику, например, тостер, небольшую, даже я бы сказал маленькую, малюсенькую кофемашину. Что еще? Конечно, фильтр у нас есть. Мы всегда используем фильтр для воды. Мы иногда покупаем воду бутылированная, да, бутылированная вода или вода в бутылке. Но обычно мы используем воду из-под крана, но фильтруем ее. Вот, мы обязательно фильтруем воду с помощью фильтра. Вот здесь я прикрепил несколько крючков
ну, чтобы просто организовать пространство. Вот эти крючки мы возим с собой. Это очень удобные крючки на присосках. Вот, это крючки из Икеи, и мы их всегда ввозим с собой. Я покажу, в ванной есть еще крючки. Вот. Это чтобы организовать пространство, потому что, ну, здесь не было крючков, и непонятно, что делать с ручным полотенцем. То есть вот, да, такие мелочи. Здесь тоже я купил вот такую металлическую полочку, чтобы немножко увеличить пространство, чтобы было удобнее, ну, пользоваться, чтобы было больше места. Потому что места здесь реально, ну, мало. Вот здесь, например, нет места, чтобы резать овощи. Вот приходится готовить как-то вот так. То есть места прям немного. Но окей. Это достаточно. Это достаточный минимум. Ну вот, не знаю, здесь просто находится какая-то еда, кофе, мате, китайский чай. Здесь разные крупы, макароны, ну и так далее, специи. Вот, короче, и там аптечка наверху. Вот, короче, более-менее все организовано, более-менее. Здесь пришлось вот так вот не очень красиво прикрепить провод. Мне не нравится, как это выглядит, но ладно. Ладно, потому что нужно было подключить всю... О, сколько крошек! Смотрите, сколько крошек. Вот, нужно было подключить сюда удлинитель. Что такое удлинитель? Это вот эта штука. Вот эта штука, мы называем ее удлинитель. Она удлиняет провод. Да, удлиняет провод. Удлинитель. Окей. Что еще? Ну, вроде здесь все. Есть интересный момент. Так как у нас есть маленький ребенок, то нам пришлось купить такие вот, не знаю, локеры, замки, как их назвать. В общем, такие штуки, которые блокируют или закрывают шкафы от детей. Потому что Сабрина постоянно открывает эти шкафы и начинает все отсюда вытаскивать. А здесь есть ножи, опасные предметы, поэтому есть вот такие штуки. И вот здесь тоже есть такая вот штука. Оп, все. И Сабрина уже не может открыть дверцы вот этих шкафов, да, вот это дверцы, ну а это просто шкафы, не знаю, шкафчик, ящик, друзья, да, ящик, конечно. Шкафчик, это вот скорее вот это шкафчик, вот это шкафчик, то есть маленький шкаф. А вот это, конечно, ящик, выдвижной ящик. Да, давайте буду корректнее выражаться. Хорошо, здесь рюкзак Сабрины, в котором она путешествует с нами. Здесь диван. Вот это покрывало мы купили в Сальте, в Аргентине, из шерсти ламы. Вот здесь где-то есть лама. Вот лама. Это лама, и это шерсть ламы. Вот, очень, очень приятная штука. Но, честно говоря, диван этот не очень удобный. Почему-то мне он напоминает что-то восточное. Мне кажется, вот что-то такое можно увидеть в Турции. Я видел что-то такое в Турции, в, ну, таких не самых современных домах. Какая-то такая вот, не знаю. Но штука не очень удобная, скажу честно. Кондиционером мы не пользуемся, потому что, к великому счастью, в этой квартире есть центральное отопление. И мы включаем его 2 раза. На 1 час утром и на 1 час вечером. И это на самом деле теплый пол.
Правда, он работает только в режиме включен или выключен. Этот термостат не работает. Он не работает. Но это не важно, потому что пол весь прогревается и становится жарко. Становится жарко. Поэтому квартира очень теплая. Недавно было -4 на улице, а днем было +5, и в квартире было очень тепло. Я хожу всегда вот так. Обычно я хожу в трусах, друзья. Буду честен, обычно я хожу без шорт, но сейчас я надел шорты, ну, чтобы я не ходил в трусах. Вот, здесь вещи Сабрины, нашей дочки, здесь ее книги, игрушки, ну и здесь стол, где мы едим. Вот такой у нас вид из окна. Кстати, еще один момент. Очень мало где в Аргентине есть вот такие закрывающиеся двери. Обычно двери раздвижные. То есть эта дверь двигается сюда. Она ездит туда-сюда, да, раздвигается. Поэтому раздвижная дверь. Но здесь, и это плохо, потому что обычно есть щели, дует ветер из щелей. Вот здесь есть микрощель, но ничего страшного. А в прошлой квартире у нас вот здесь везде были щели, ветер дул и было холодно. Вот. Поэтому это большой плюс, что есть привычная, нормальная система, вот, чтобы открыть и закрыть дверь. Почему-то я видел такое только в Патагонии. Нет, в Сальте тоже видел такое. Но это редкость. О, хе-хей, что тут такое? Я забыл убрать плов. Это плов, который я приготовил вчера, но он был еще горячий, и его нельзя было ставить в холодильник, поэтому я убрал его на балкон. Но сейчас на улице, наверное, так, на улице на улице в тени где-то, не знаю, не более 5 градусов. Я думаю, вот здесь, где тень, ну, может быть, 6, может быть, 7 градусов, не больше. То есть достаточно холодно. Пол холодный. Вот. Здесь у нас пока еще вот такой бардак. Это пустые чемоданы. Я хочу сложить туда часть вещей и убрать эти чемоданы вот туда. Это наш балкон, и, к сожалению, балкон сейчас холодно, и балкон достаточно узкий. Здесь, ты не будешь сидеть здесь и пить чай или кофе. Вот, холодно. Тем более утром может быть 0 градусов или 2 градуса. Холодно. Но днем, конечно, тепло, потому что солнце. И вообще, посмотрите, какой классный вид. Вид немножко портит мусор, который находится там, потому что вот там строят новое здание университета. Это, кстати, все корпуса университета. Это университет города Неокен. Наверное, не знаю, это кажется, что здесь один университет, но это точно самый крупный университет. Вот, такое красивое здание. И вот здесь находятся, вот там дальше, видите, такие холмы, степь. Там очень красиво. Мы часто ходим туда гулять. Там огромное пространство, где ты можешь ходить. Вот там течет река, чистая голубая река. Вот там такие горы, холмы, вот там есть лес. Короче, прямо из нашего дома можно идти гулять, и это очень близко. А еще, смотрите, березы. Вот здесь растут 2 березы.
Вот, то есть ты идешь вот так, так, так и гуляешь. И часто, вон, видите, парень бежит, люди бегают здесь, катаются на велосипедах. В общем, занимаются спортом в этом северном парке, да, парке Норте. Он называется парке Норте. Вот, поэтому здесь пока у нас сушится белье, и балкон у нас чисто функциональный. Чисто функциональный. Здесь стоит коляска детская, ну и какие-то вещи. Вот. И еще с утра мы видим, вот там видно, видите, где линия горизонта, мы там видим с утра потрясающий рассвет. Просто потрясающий рассвет. А закат мы видим вот там. Потому что там восток, а там запад, ну, примерно. А север там. И это интересно, что ну, мы в Аргентине, мы в южном полушарии, поэтому окно выходит на север, но солнце идет вот так. То есть я привык, что солнце всегда на южной стороне, а в Аргентине наоборот. Солнце, вот оно. Солнце на северной стороне. Удивительно. Короче, здесь очень светло и очень тепло. Вот. У нас обычно дверь открыта вот так и не холодно. Хотя сейчас на улице 7-8 градусов. Окей. Что еще мы сделали? Ну, наверное... ребята, был один вообще очень очень страшный момент. Я в первые дни, когда мы здесь жили, вот что-то хотел достать и такой, оп, что это? Что это там? И нашел здесь провод. Я смотрю, провод. Я смотрю, второй провод. 2 провода. Я думаю, нифига себе. Я взял и соединил, идиот, эти 2 провода. И произошло короткое замыкание. Короче, оказалось, что здесь просто были два оголенных, да, оголенных, то есть 2 голых провода. Это жесть. Они были вот там. И мне пришлось их заизолировать и убрать туда и закрыть это все вот так вот полиэтиленовым пакетом, ну, чтобы было безопасно. Но это жесть. Это жесть. Это прям, ну, реально жесть. Короче, страшно. Давайте теперь посмотрим на ванную комнату. Вот, это ванная комната. Она достаточно просторная. Здесь тоже теплый пол. И поэтому здесь всегда тепло. Вот у меня открыто окно. Окно очень интересно здесь закрывается. Смотрите, нужно быть очень ловким, чтобы закрыть и открыть. Так, это окно. Но ладно, это мелочи. Это мелочи. Вообще, здесь, в этой квартире, все плохо в плане мелочей. Потому что, например, ну вот ванная, да, вот, кстати, да, с этой штукой мы тоже путешествуем, потому что в Аргентине не всегда есть держатель для душа, да, держатель для душа. Не всегда он есть, и не только в Аргентине на самом деле. И поэтому мы всегда возим с собой держатель для душа, чтобы можно было его установить сюда. Вот, смотрите, например, нету вот здесь одной части, да, и ты не можешь, ну, сложно переключить воду. Ну, слава богу, мы это редко делаем, но это минус. Еще один минус – это вода. Короче, если ты набираешь ванну, а потом ты открываешь ее, да, вот ты закрыл ванну, набрал воды, потом ты открываешь ее,
И если напор, ну, давление сильное, вода туда уходит, то вода начинает течь вот отсюда. Поэтому нужно открывать ванную вот так. Вот так ты открываешь, и вода уходит. Тогда все хорошо. Вот такие вот мелочи, они на самом деле раздражают. Но еще один момент, что вот отсюда, здесь постоянно скапливается вода, и она постоянно бежит вот туда. И там постоянно вот вода. Вот я не знаю, видно или нет, но там постоянно вода. Ну, как бы неприятно, неприятно. Мелочь, мелочь. Ну, как бы ничего страшного. Я в конце объясню, почему мы выбрали эту квартиру, вот, несмотря на все эти мелочи. Что здесь? Здесь еще один крючок из Ikea. Блин, спасибо Ikea. Реально вот в стране, где нет Икеи, все очень дорого, блин, часто плохого качества и неудобное. Потому что, ну, правда, вот Ikea это для меня какой-то эталон цены и качества. Вот. Потому что без Икеи все у тебя, ну, блин, ну вот, не знаю. Ладно. Короче, другая проблема, друзья, другая проблема это нехватка места. Здесь есть один шкафчик. И вот смотрите, вот вещи везде здесь вот никак пока нам не организовать пространство, потому что нет какой-то полочки. Наверное, нужно сделать, ну, купить сюда полочку тоже на присосках, чтобы положить сюда часть вещей. Не знаю. То есть, но что-то нужно сделать, потому что так, конечно, неудобно. Ну и посмотрите, как работает кран. Посмотрите. Вот такая струя. Вот так горячая вода нормально. Когда горячая и холодная, струя воды очень маленькая. Но ладно, опять же, это минусы, друзья. Когда ты живешь в Аргентине, блин, к сожалению, ты привыкаешь к тому, что все очень плохого качества. Возможно, для себя, для своего дома аргентинцы делают все качественнее. Но так как здесь проблемы с импортом, проблемы с товарами, то все, к сожалению, очень плохого качества. Вот здесь были металлические накладки, но они постоянно падают. Вот здесь, вот здесь они есть, но вот, смотрите, друзья, да, вот так это все происходит. Дверь ты не можешь закрыть нормально. Тебе нужно всегда, ну, вот. Тебе нужно дернуть. Вот, теперь нормально. То есть, чтобы закрыть дверь, тебе нужно хлопнуть дверью сильно. И вот такие нюансы, они, к сожалению, везде. Но это почти везде в Аргентине, к сожалению. Я не хочу критиковать Аргентину за это. Тут скорее просто можно посочувствовать, что, ну, к сожалению, вот качественной фурнитуры и качественной мебели здесь просто нет, или она стоит нереально дорого. Давайте посмотрим на спальню и рабочий кабинет. Я включил везде свет, чтобы было больше света, чисто для камеры, друзья. Конечно, сейчас свет не нужен, но он нужен камере. Что у нас здесь? Шкаф. Шкаф, кстати, вот так в Аргентине выглядит 90% шкафов. Опять же, здесь какие-то проблемы с мебелью, поэтому всегда, когда строят дом, делают вот такую нишу. Нишу, чтобы поставить двери и чтобы был шкаф. А вот отдельно, чтобы стоял шкаф, я не видел нигде в Аргентине. Обычно это вот какие-то такие самодельные двери, к сожалению, которые тоже
ну, как бы, да, видеть, ну, блин, ладно, не буду ничего про это говорить, неважно. Здесь кроватка для Сабрины, здесь спит Сабрина, здесь спим мы с Юлей. Ну и вот это мое рабочее место. Здесь есть такой ужасный провод, я обязательно его уберу, потому что, честно говоря, телевидение смотреть невозможно. По телевизору либо новости, либо футбол, либо новости. Еще бывает футбол. Очень часто показывают новости. Я говорил, что много футбола? Да, и новости. Ладно, шучу, друзья. Но реально, новости, футбол, ну, может быть, музыка. Все. Ну вот, к сожалению, смотреть абсолютно нечего. Но я купил офигенную штуку. Офигенная штука. Называется Google TV, наверное. Вот такая маленькая штука превращает любой телевизор, где есть HDMI разъем или HDMI порт, ну, обычно мы говорим разъем, это превращает любой старый телевизор в современный Smart TV, в современный телевизор. И можно смотреть YouTube, не знаю, Netflix, все что угодно. Вот, я смотрю какие-то видео на YouTube здесь, или там тоже у нас есть телевизор в той комнате, я тоже его иногда смотрю, ну, используя Android TV или Google TV, чтобы смотреть YouTube или какие-то другие вещи. Вот, мне, так как здесь не было стола, то я решил купить вот такой вот себе стол. Он стоил примерно $100, что, ну, как мне кажется, достаточно дорого, если учесть, что это просто металл, да, обычный самый металл, и вот это вот, не знаю, или DSP, или скорее это называется MDF. Такой материал, вот, то есть это не дерево. Ну, как бы, не знаю, в целом я доволен этим столом. Он маленький, он складывается. То есть вот эти ножки можно вот так, оп, и можно сложить, да. То есть вот эти ножки можно вот так эту сложить и ту тоже вот так. И можно с собой перевести этот стол, чтобы каждый раз не покупать стол. Он маленький, но в целом вот я сделал, еще поставил сюда вот эту, как ее назвать, вот этот столик или вот эту тумбочку. Не знаю, как правильно ее назвать. Наверное, тумбочка я бы назвал. Вот. И, ну, вот сейчас нормально. Я здесь записываю подкасты. Надеюсь, что вы слушаете наш подкаст. Вот как он записывается, друзья. Вот так вот он записывается. Вот здесь происходит вся магия. Ну что ж, давайте поговорим про плюсы, минусы этой квартиры и про цену, за сколько мы снимаем эту квартиру. Итак, плюсы и минусы этой квартиры. Ну, все минусы я вам показал. На самом деле минусов много, но они все такие, ну, мелкие нюансы. В целом, эта квартира нас удовлетворяет. То есть я не могу сказать, что она комфортная и прям удобная, классная, но она соответствует необходимому минимальному комфорту. Вот, поэтому в ней можно нормально жить двум взрослым людям и маленькому ребенку. То есть в целом меня все устраивает. В чем, ну, минусы я рассказал, в чем плюсы, почему мы взяли эту квартиру? Во-первых, я сказал, стиральная машина.
очень немного стиральных квартир со стиральными машинами. Очень немного квартир со стиральными машинами в Аргентине. И конкретно в Неукене. Затем это локация. Локация, то есть местоположение. Да, местоположение квартиры. Всего 10 минут, и ты в лучшем парке этого города. Там очень-очень круто, реально очень круто. Плюс сам район очень хороший, сам район безопасный. Вообще весь город на самом деле безопасный. Пока это самый безопасный город Аргентины, где я был. И это классно. Приятное ощущение не чувствовать дискомфорта на улице. Вот. Внизу на первом этаже находится консьерж, или как по-испански он называется, encargado. Да? Encargado. Это человек, ответственный за здание, скажем так. Ну или консьерж. В России мы говорим консьерж. Он принимает посылки, а я все вот это, что вы видите, я все заказывал на местном маркетплейсе Mercado Libre. Там я все заказываю, потому что покупать офлайн дорого, онлайн тоже дорого, но дешевле. Вот, дешевле. И поэтому я очень многое заказываю здесь. И консьерж может принять твой заказ, и тебе не нужно ждать. Целый день сидеть дома и ждать, когда же приедет твой заказ. Вот. А в Аргентине это работает так. Сегодня ваш заказ приедет. В 8 утра или в 8 вечера или в 4 часа дня ты не знаешь. Поэтому тебе нужно целый день быть дома и ждать заказ. Но когда есть консьерж, то он принимает заказ. Очень удобно. Супер удобно. Супер удобно. Вот. Ну и, друзья, цена. Цена этой квартиры была $925 в месяц. Да, друзья, почти $1000 в месяц. Дорого это или дешево? Ну, по моему мнению, это очень дорого. Для квартиры такого уровня это реально очень-очень-очень дорого. Не знаю, конечно, до войны, если бы кто-то до войны сказал бы мне, что «Макс, ты будешь снимать квартиру за $900», я бы сказал «никогда». Потому что в России мы снимали квартиру за $300, квартиру лучше, чем это, за $300 в Новороссийске. И $300. А здесь 900. И мы думали, что это дороговато. $300 это дороговато. Вот. $1000 это жуть. Но, во-первых, здесь реально сложно найти квартиру. Агенты, я ненавижу агентов по недвижимости. Они работают долго, они работают плохо, они берут комиссию. Потом тебе нужно купить какую-то гарантию. Какая нахрен гарантия? Я плачу за квартиру вперед, у тебя есть депозит. Какая еще гарантия? Почему я должен покупать какую-то гарантию у какой-то компании? Ну, окей, я понимаю, что это местная реальность, и я знаю, что в Испании такая же история, но для меня это жесть. Ну, типа, депозит, деньги за месяц вперед, какая еще гарантия? Еще комиссия агенту за весь контракт
пошли в жопу. Простите, но реально пошли в жопу. Поэтому мы решили лучше заплатить чуть больше Airbnb, но не иметь проблем с депозитом, с агентом, с какой-то гарантией. И, знаете, ты ждешь 2 дня ответа от агента. А агент такой: «Tranquilo, todo bien, tranquilo». Ужасный сервис, отвратительный сервис. Ненавижу агентов. Извините, друзья, эмоции. Поэтому да, Airbnb супер. И мы сняли эту квартиру на несколько месяцев. Мы решили, что мы не будем переезжать в Анды. Нам понравился город. Нам нравится здесь природа, здесь есть лес, река, типа горы, холмы. Я все это покажу, очень круто. И мы решили снять эту квартиру на несколько месяцев. И хозяева квартиры дали нам скидку. Поэтому эта квартира стоит $850 и все включено. Нам не нужно платить за свет, за воду, за интернет. Все включено. Поэтому, в принципе, не так плохо. $850 это не так плохо. Да? Что думаете вы, друзья? Это дорого для такой квартиры или это недорого? В вашей стране такая квартира стоит дороже или дешевле? Напишите мне в комментариях, друзья. Присоединяйтесь к membership программе, чтобы получать транскрипции и дополнительные материалы. А я пошел гулять. Да, я пошел гулять. Каждый день солнечно, прекрасная погода, красивая природа. Пока, друзья. До встречи.